Для этого мастер-класса нам понадобится 120 метров шнура с 5-миллиметровым статическим сердечником. Этот шнур нам нужно нарезать. Нарезаем его на 20 шнуров по 400 сантиметров. Также нам нужно нарезать 8 шнуров по 450 сантиметров и 1 шнур 150 сантиметров. Именно на этом шнуре мы и будем плести нашу сумку. Наш шнур, который 150 сантиметров, нужно натянуть. В моем случае это белевая штанга. Я подвязываю оба края, одинаково вымерив предварительно, что центр этого шнура будет как раз таки посерединке будущего моего плетения. Теперь сюда нам нужно надеть 28 шнуров. Сначала мы проплетаем 10 шнуров по 400 сантиметров, потом 8 шнуров по 450 сантиметров и снова 10 шнуров по 400 сантиметров. Как мы это делаем? Складываем шнур пополам, находим его середину. Эту середину мы кладем сверху, создавая тем самым петлю за шнуром, и в нее мы просовываем наши эти два шнура, которые сложились пополам. Вытягиваем полностью шнур, чтобы он не сдвинулся с места. Подтягиваем и сдвигаем уголки. Проверяем, чтобы все было натянуто. Чуть-чуть можно его подвинуть, потому что нам нужно надеть еще 27 шнуров. И также мы делаем с остальными шнурами. Тут я уже заканчиваю вешать третий ряд. 10 шнуров по 400 сантиметров. Это обязательно делать именно в таком порядке, потому что в конце у нас будет выплетаться узор. Все, я повесила. Теперь обязательно нужно пересчитать количество шнуров. Их должно быть 28 штук. Теперь эти шнуры мы сдвигаем друг к другу как можно ближе, потому что нам нужно будет плести полотно. Когда расправили все узлы, начинаем плести первый ряд. Для этого мы берем крайние 4 шнура. Крайний левый шнур кладем поверх всех остальных, и четвертый шнур мы кладем поверх левого шнура, обворачиваем его и вытаскиваем в петельку. Теперь эти два боковых шнура мы затягиваем в узел. Теперь делаем наоборот. Крайне правый шнур кладем поверх и левый поверх этого шнура обворачиваем правый шнур и вытягиваем в петельку. Затягиваем узел плотно. И так плетем весь ряд. У нас должно быть в первом ряду 14 узлов.
Пересчитываем обязательно количество узлов и начинаем плести второй ряд. Для второго ряда мы первые 2 крайние нитки убираем, мы их не используем. Берем следующие 2 и 2 нитки от следующего узла. И также делаем плоский квадратный узел. Наше плетение получается в шахматном порядке. В этом ряду у нас должно быть 13 узлов. Обязательно пересчитываем количество узлов и начинаем плести третий ряд. Берем крайние 2 нити и следующие 2 нити плетем их в узел. Так начинается третий ряд. И заканчиваться он будет точно так же. В этом ряду у нас будет 14 узлов, как в первом ряду. Все плетение у нас будет чередоваться. 14-13, 14-13 узлов. Плетем так до 31 ряда. Я проплела больше, объясню сейчас. Проплетаем 31 ряд. Из 32 ряда мы начинаем делать на уменьшение. То есть мы плетем полноценный ряд. Следующий ряд мы уменьшаем, как делали это во втором ряду. Следующий ряд у нас будет опять уменьшение, так же как во втором, только все уже, уже, уже. И до конца, пока у нас не останется один узел посередине. Это будет 13 ряд. Теперь мы будем делать репсовые узлы. Для этого берем самую крайнюю нить, она у нас будет рабочая, и ее оборачиваем следующей нитью. По 2 оборота с каждой нити. Эта самая крайняя нить, она у нас будет плести до конца. Мы будем ее каждым шнурком оборачивать. Первый узел я сделала, сейчас сделаю второй узел. Все, я его отпускаю и беру следующий шнур, который стоит у меня по очереди. Теперь этим шнуром я буду делать 2 оборота. И так по очереди с каждым шнуром до самого нижнего узла. Каждый оборот затягиваем плотно и подталкиваем его туда к остальным узлам, чтобы они не были свободными. Они должны друг к другу сидеть плотно. Доплетаем практически до самого конца. От самого нижнего узла мы также проплетаем одну правую нить. В центре 2 нити в этом узле мы пока не трогаем, и крайнюю левую тоже. Теперь с левой стороны мы плетем точно так же до самого нижнего узла.
Берем самую крайнюю нить и следующий шнур и делаем репсовый узел, 2 оборота. Все точно так же. Теперь, когда мы доплели с левой стороны, мы увидим, что у нас посерединке от узла осталось лишь 2 нитки и крайние рабочие. Для этого мы теперь берем крайнюю правую нить и делаем 2 оборота на нее. Тем самым мы будем соединять наш вот этот узор в единое целое. Но нам также надо создать центр. Теперь 2 оборота с другой стороны. И теперь нам осталось соединить между собой эти нитки. Можно брать как левую, как правую, по сути без разницы, просто потом продолжать так же. В моем случае за рабочую нить я буду брать правую нить. Мне так удобнее по правую сторону. Вы можете точно так же, можете на левую сторону. Вот я беру правую нить и делаю 2 оборота, тем самым я соединяю эти 2 рабочие нити в единый узор. Теперь следующий ряд. 4 нити мы убираем, их мы не будем использовать, берем 5-ю нить. 5-я нить у нас будет рабочая. Именно на эту 5-ю нить теперь мы делаем репсовые узлы. Точно так же, как в первом ряду. Делаем по 2 оборота с каждой нити. Плетем также до самого низа, до последнего шнура. Теперь следующий ряд мы делаем точно так же. Первые 4 шнура мы будем убирать. Те мы не трогаем шнуры совершенно. От этого ряда 4 первых шнура убираем, и 5-й шнур будет у нас снова рабочей нитью. Именно на этот шнур мы теперь делаем репсовые узлы точно так же. Периодически мы подтягиваем их к остальным узлам вверх.
В этом ряду мы делаем точно так же. Первые 4 нити убираем, 5-я нить будет рабочей. И начинаем делать снова также репсовые узлы по 2 оборота с каждого шнура. Делаем так с 2 сторон. Теперь, когда мы доплели наш 4-й ряд, нам нужно соединить эти шнуры. Возвращаемся к предыдущему ряду, берем узлы за основу, одну рабочую нить и другая оборачивать, которую будем. Делаем также 2 узла. Хорошенечко все затягиваем, можно потянуть, если она очень сильно выпирает. Тем самым в центре мы как бы формируем узор, который соблюдает линию то влево, то чуть-чуть вправо. Ровно ее сделать практически невозможно. И остальные шнуры от нижнего ряда мы тоже также проплетаем. Смотрим, чтобы у нас не уходило ни влево все узлы, ни вправо, а смещение было именно в центр. По итогу у нас получилось вот такое полотно. Очень плотная вязка с репсовыми узлами и шнуры. Теперь мы это полотно снимаем с крепления. Раскладываем на столе и формируем нашу будущую сумку. Складываем ее, чтобы получились 3 равные части, то есть спинка сумки, передняя часть и закрывающая часть.
Теперь мы будем подрезать наши шнуры. В моем случае у меня есть самый короткий шнур. Ну вот так получилось, потому что я делала из разной длины шнуров, у меня были отрезки, поэтому я их использовала. У вас может быть, что все разной длины, но самого короткого может не быть, а может и быть. Как отрежете шнур. Вот. Именно под эту длину короткого шнура я и буду отрезать все остальные. Вы можете сделать длиннее, но не менее 10-12 сантиметров от самого нижнего узла. Если отрезать совсем короткие шнуры, то они будут кукситься, будут торчать в разные стороны, и будет это не очень красиво. Теперь наши шнуры нужно сделать более легкими и пружинистыми. Так как в них есть статический сердечник, он придает жесткость, благодаря нему плетение держится плотно, а сейчас нам нужно сделать более мягкий. Для этого нам нужно будет отрезать сердечник. Мы берем шнур, тянем одной рукой за сердечник, другой рукой за сам шнур, оттягивая его вверх, и отрезаем сам сердечник.
С кончиками шнуров мы можем сделать два варианта. Либо мы завязываем в узелочек, либо мы только подпаиваем кончики. Вот, например, как мы делаем узелочек. Обкручиваем на пальчик и просовываем в петельку так, чтобы кончик шнура спрятался в самой петельке. И другой вариант, когда мы будем их подпаивать. Я же буду подпаивать все шнуры. Подпаивать нужно тоже очень аккуратно, если болтаются длинные нитки, их лучше срезать. На белом шнуре, когда подпаиваешь, он бывает начинает коптиться. В таком случае лучше срезать или заменить зажигалку на другую.